Всем привет! Очередной мой видеоурок о том, как связать вот такую сумку шопер. Она у меня идет под названием Шопер 2.0. У нее длинные ручки, достаточно она вместительная, большая получается. Ее удобно носить как на плече, так и в руке. Давайте приступим. Для ее вязания нам понадобится почти 3 мотка трикотажной пряжи. На эту сумку у меня ушло 2,5 мотка, но я вяжу из изнаночной пряжи. Вы, наверное, знаете, что есть пряжа изнаночная и есть лицевая. По моему опыту, лицевой пряжи уходит больше, чем изнаночной. Если вы будете вязать из лицевой пряжи, то вам, скорее всего, понадобится все 3 мотка. Также нам нужны будут крючки номер 7 и номер 8, игла для трикотажной пряжи. И она нам нужна только для того, чтобы в конце прятать кончики, поэтому можно обойтись без нее, а спрятать кончики с помощью крючка. Также понадобятся маркеры для вязания и обычная нитка с иголкой, нитка в тон нашей пряжи. С помощью нее мы будем соединять два конца пряжи между собой. Сумочка эта вяжется по кругу. И начнем мы с того, что сделаем кольцо амигуруми. Кладем нитку на руку, оборачиваем, перекрещиваем. Берем крючок. Сначала мы будем вязать крючком номер 7, для того, чтобы у нас дно сумки было немного плотнее. Заводим крючок, захватываем нитку. И вот в эту петельку провязываем первую петлю. Немножечко подтянем. Мы будем вязать сумку столбиками без накида. Поэтому по правилу круга в кольцо амигуруми мы должны провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот у нас получилось 6 петелек. Теперь колечко затягиваем. И продолжаем вязать. Вся сумка у нас будет связана по спирали. Поэтому, не делая никаких петель подъема, просто продолжаем вязать. На первую петлю каждого ряда мы будем вешать маркер. Вот у нас первая петля ряда. Сейчас я не повешу, но когда провяжу, маркер повешу сюда. Вязать мы будем не в раскол столбиками, а просто обычными столбиками без накида. То есть заводим крючок под 2 петельки, захватываем нитку и провязываем первый столбик. Вот мы провязали первый столбик без накида, и на него вешаем наш маркер. Каждый раз мы будем отмечать первую петлю ряда вот этим маркером. Во втором ряду мы должны каждую петельку удвоить, поэтому сюда мы провязываем еще одну петлю. И продолжаем так вязать до конца ряда, удваивая каждую нашу петельку. То есть в каждую петлю предыдущего ряда мы провязываем по 2 петли, по 2 столбика без накида. В этом ряду у нас получится 12 столбиков.
Закончили второй ряд. Для надежности можно посчитать, сколько столбиков у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы все сделали правильно, нигде не ошиблись. Снимаем маркер. И в первую петлю третьего ряда мы провяжем прибавку. То есть 2 петли. Одну провязали, повесили на нее маркер. Сюда же провязываем еще одну петельку. В следующую петлю мы провяжем один столбик без накида. В следующую 2. И так, чередуя прибавку и одну одиночную петлю, мы доходим до конца этого ряда. Таким образом, в каждом ряду у нас будет по 6 прибавок. Дошли до конца ряда. Это у нас был третий ряд. В четвертом ряду между прибавками у нас должно быть уже по 2 одиночные петли. В каждом таком ряду, где между прибавками четное количество одиночных петель, мы в начале ряда будем их делить пополам. То есть в четвертом ряду у нас между прибавками 2 одиночные петли. Мы их делим пополам и провязываем одну одиночную. Вешаем маркер. Дальше прибавка. Две одиночных. Снова прибавка. Две одиночных. Прибавка. Две одиночных. И так далее. Закончим этот ряд одной одиночной петелькой. Вот она у нас, одна одиночная петля. Все, четвертый ряд довязали. Начинаем пятый ряд. В пятом ряду между прибавками у нас будет по 3 одиночные петельки. В каждом таком ряду, где между прибавками нечетное количество петель, мы начинаем ряд с прибавки. Вяжем сюда прибавку. Дальше 3 одиночные петельки. Это делается для того, чтобы наши прибавки не оказались друг над другом. Если они будут друг над другом, то у нас получится не ровный круг, а шестиугольник. А нам нужен ровный круг. Поэтому такая схема. Прибавка. Три одиночные петельки. Прибавка. Три одиночные.
И так до конца этого ряда. Закончится этот ряд у нас 3 одиночными петельками. Это вам для проверки себя, что все правильно. 1, 2, 3. Мы закончили 5-й ряд. В 6-м ряду между прибавками у нас будет по 4 одиночные петельки. Делим их пополам и вначале провязываем 2. Дальше делаем прибавку. Четыре одиночные петельки. Снова прибавка. Четыре одиночные. Прибавка. 4 одиночные. Так до конца этого ряда. В процессе вязания не пугайтесь, что круг ваш вот так вот сгибается. Это нормально. Просто положите его и вот так расправьте. Если он ровный круг, значит вы все делаете правильно. Потом мы его отпарим, и он будет у нас ровненьким, кругленьким, красивым кружком. Дальше мы начнем вязать 7-й ряд. В 7-м ряду у нас получается по 5 одиночных петель между прибавками. Начинаем мы ряд с прибавки. Вешаем петельку на первую петлю. Дальше вяжем 5 одиночных петелек. И таким образом нам нужно провязать 11 рядов. Вот по этому алгоритму, по этой схеме. В последнем 11 ряду между прибавками у вас должно быть по 9 одиночных петель. Все, вяжем эти 11 рядов и встречаемся. Будем отпаривать наш круг. Вот я провязала 11 рядов. И сейчас мы будем наш круг отпаривать. Превращать его в красивый и ровненький. Убираем крючок и маркер. Да, еще один момент. Размер моей сумки по ширине 40 сантиметров, по длине вместе с ручками примерно 60 сантиметров. Если вы хотите, чтобы ваша сумка была больше или меньше, соответственно, вяжете больше или меньше рядов. То есть вот сейчас у нас 11 рядов, и у вас примерно получится такой же размер, как у меня. Ну, примерно, потому что у каждого свой стиль вязания, своя плотность, своя пряжа, поэтому небольшие погрешности могут быть.
Сейчас будем отпаривать наш круг. Для этого нам понадобится чистое полотенце и обычный утюг с функцией пара. Кладем наш кружочек между двумя слоями полотенец, накрываем и начинаем проглаживать утюгом. Сначала с одной стороны, потом с другой. Немножечко его расправляем. И снова отпариваем. Так делаем до тех пор, пока наш круг не выровняется. И вот что у нас получилось. Немножечко подправим, где-то потянем, где-то подсоберем, чтобы у нас получился ровный кружок. Для закрепления результата можно его до полного высыхания поставить под пресс. Например, накрыть чистыми листами бумаги и сверху поставить тяжелые книжки. Итак, наше донышко готово. Мы его выровняли. Вешаем обратно маркер на первую петельку и берем крючок номер 8. Всю сумочку мы будем вязать по спирали, то есть без шва. Тело сумки мы будем вязать также столбиками без накида, но уже не делая прибавки. И постепенно наши стенки будут расти и расширяться. Еще такой момент. У моей сумочки, вот как вы можете видеть, стенки не очень сильно расходятся кверху. То есть она не особо напоминает трапецию. Если вы хотите, чтобы ваша сумочка расширялась больше кверху, то вам нужно будет по краям, вот здесь, делать прибавки. Прибавки делаются точно так же, как мы делали их здесь, вот когда вязали дно сумки. Примерно через каждые 3-4 ряда по краям просто делайте по одной прибавке. И ваша сумочка будет напоминать вот такую перевернутую трапецию. Я эти прибавки делать не буду, буду просто вязать сплошным полотном. Не забываем на первую петельку ставить маркер. И просто вяжем дальше в каждую петельку по одному столбику без накида. Я в высоту провяжу 22 ряда. Вы можете провязать любое количество рядов на ваш вкус. Меньше или больше, как вам больше понравится. Примерите на себя сумочку, достаточная будет высота. Остановитесь, недостаточная, продолжите дальше вязать. Вот так постепенно наши стенки начнут расти. Вот она уже загибается немножко. Видите, стеночки пошли вверх. Все. Дальше, в принципе, все понятно. Вяжем количество рядов, необходимое нам по высоте. И встречаемся. Не забываем каждый раз ставить маркер на первую петельку каждого ряда. Я провязала несколько рядов.
и у меня закончилась нить. Сейчас я вам покажу, как незаметно и, самое главное, надежно присоединить один конец трикотажной пряжи к другому. Берем два конца и кладем друг на дружку лицевыми сторонами. Так вот разворачиваем их и кладем вот таким вот образом. Берем иголку и нитку в тон нашей пряжи. Берем наши кончики и вот от этого уголка, вот до этого уголка прошиваем швом назад иголка. Аккуратненько, стежки старайтесь делать помельче. Так будет крепче. Ниточку закрепим. Отрежем. Дальше. Вот этот вот уголочек на расстоянии примерно 2 мм от шва нам нужно отрезать. Отрезали. И теперь растягиваем наши кончики в разные стороны. Здесь немножко можно заправить вот эти вот махры. Вот что у нас получилось. Можно продолжать вязать дальше. Напомню, всего мы должны провязать высоту 22 ряда. Я провязала 22 ряда и теперь перехожу к вязанию ручек. Всего у нас получилось 66 петель. Внутри ручек я хочу оставить по 10 петель. 66 минус 20, это получается 10 петель с одной стороны и 10 петель с другой стороны. А у нас получается 46. И делим на 2, получается 23. То есть между ручками, вот здесь и здесь, у нас должно быть по 23 петли. Здесь я повесила маркер на 11 петельку, 10 петель оставила внутри ручки и снова повесила маркер. Пока только сделала с одной стороны, потом перевесим маркеры туда. Начинаем вязать, пока до ручки вяжем как обычно, столбиками без накида. Да, забыла сказать, вот этот вот маркер начала нашего ряда мы специально оставляем сбоку, для того, чтобы потом незаметно закончить наше вязание. То есть сбоку его будет у нас будет небольшой переход, так как мы вяжем по спирали, и здесь сбоку его будет незаметно. Довязали до маркера, убираем его, провязываем
в эту петельку 1 столбик без накида. И теперь будем набирать воздушные петли на ручке. Я наберу 45 воздушных петель. Вы можете набрать любое количество. Это будет зависеть от необходимой вам длины ручек и также от плотности вашего вязания. Воздушные петли набираем просто обычным способом. Петельки набрала. Следите за тем, чтобы косичка ваша не перекручивалась. И теперь к этой петельке, где у нас стоит маркер, мы прикрепляем нашу косичку просто так же столбиком без накида. И это у нас получается, мы провязали первую петельку, и еще нам нужно провязать 22 петли, так как мы с вами посчитали, что здесь и здесь у нас должно быть по 23 петельки. Провязываем еще 22. Провязала 23 петли и снова набираю 45 воздушных петель на вторую ручку. Набрала петельки. Здесь, в принципе, уже можно маркер не ставить. Просто отсчитываем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11-ю прикрепляем. И довязываем этот ряд до конца. Чтобы наши ручки были такими толстенькими, надежными, мы на них оставим 3 ряда. То есть ручки у нас будут состоять из 3 рядов и обвязки. Так, довязали до начала и продолжаем вязать дальше. Дошли до ручки, и теперь будем провязывать ручку. В принципе, все то же самое, как мы вязали всю сумку. В каждую петельку провязываем по 1 столбику без накида. Только стараемся захватывать вот эту верхнюю петельку и вот эту еще перемычку за ней. Сейчас я покажу. То есть мы входим в косичку и еще вот под эту перемычку. Вот видите, крючок выходит у нас, как бы 2 ниточки на нем. Провязываем столбик без накида. Дальше снова вот эту петельку и вот эту, как бы под 2 петельки. Снова вот сюда. Таким образом провязываем всю нашу ручку.
Довязала ручку и дохожу до следующей ручки. Вторую ручку провязываю аналогичным способом. Итак, я провязала вторую ручку, дошла до конца ряда, начала новый ряд, и сейчас буду вязать второй ряд ручки. Здесь ничего нового и сложного, просто вяжем как обычно. Таким образом, эти обе ручки мы должны будем провязать еще раз. То есть это будет второй ряд на ручках, и следом мы провяжем третий ряд. Затем встретимся для обвязки ручек. Я провязала обе ручки, все 3 ряда. Закончила ряд, дошла до конца и начала новый ряд. В процессе у меня закончилась нитка. Я ее ввела из нового мотка способом, который показывала раньше. Вот я дошла до последней петельки перед нашей ручкой. Вот видно, видите, вот этот ряд. И теперь мы начнем нашу ручку обвязывать. Мы ее немножечко вот так будем сгибать от себя. И обвязывать будем плотно-плотно. Просто также обычными столбиками без накида, но как бы под ручку. То есть заводим крючок, захватываем нитку сзади, выводим сюда и провязываем первый столбик. Обвязывать, еще раз повторю, нужно плотно и постоянно поправлять наши петельки, чтобы все у нас получалось аккуратно. Сколько здесь получится у вас намоток, скажем так, столбиков, уже зависит от вас, от вашей плотности. Старайтесь прям плотно-плотно друг к дружке их. Можно даже вот так подвинуть. И смотрите с обеих сторон, чтобы они ложились аккуратно, вот эти вот ниточки. Таким образом обвязываем обе ручки. Между ручками, как обычно, вяжем просто столбики без накида. Обвязываем эту ручку, следующую, доходим до конца и будем уже заканчивать наше вязание. Вот что у вас в итоге должно получиться. Вот такие аккуратненькие ручки. Я их обвязала обе. Дошла до нашего маркера. Теперь его снимаю и провязываю 2 полустолбика, или, как их еще называют, 2 соединительные петли, 1 и 2. То есть просто завожу крючок, захватываю нитку и сразу же провязываю ее через петельку на крючке. Все, ниточку нашу можем отрезать. Вытягиваем ее. Берем крючок. И сейчас ее будем прятать. Сначала нам нужно сымитировать вот эту вот косичку здесь, чтобы незаметно было. Заводим крючок вот под следующую косичку. Захватываем нитку. Вот она у нас, видите? Теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эта ниточка легла вот сюда.
Пропускаем крючок в нашу косичку, ниточку захватываем и вытаскиваем. Вот, посмотрите, у нас получилась ровненькая косичка. Этот кончик мы сейчас будем прятать с помощью трикотажной иглы. В принципе, можно воспользоваться и крючком, но мне удобнее это сделать с помощью иглы. Прятать нитку мы будем вот на этой стороне, на лицевой, потому что наша сумочка будет вывернута наизнанку. Именно вот этот вот рисунок у нас будет с лицевой стороны. Ниточку прячем, не обязательно ее пришивать, можно просто спрятать в разных направлениях, тогда у вас все будет крепко. Так. Еще у нас один кончик остался вот там внутри. Мы его должны также вытянуть на лицевую сторону, скажем так, которая у нас будет изнанкой. И точно так же спрячем. Теперь нам осталось сумочку вывернуть. И, в общем-то, все. Выворачиваем. И любуемся тем, что у нас получилось. В принципе, ее можно еще раз отпарить всю, не касаясь утюгом. Просто пройтись паром, чтобы петельки все встали на место, чтобы все еще больше выровнялось. Наша сумочка Шопер 2.0, как я ее назвала, готова. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!